Здравствуйте, друзья! Сегодня поговорим про еще одно ZigBee устройство из экосистемы Tuya Smart, которое совмещает в себе две, казалось бы, не связанные между собой функции. В первую очередь это достаточно громкая сирена, точнее звуковой излучатель с настройкой типа, громкости и длительности сигнала, и дополнительно к этому датчик температуры и влажности. Сразу хочу обратить ваше внимание, что существует полностью идентичное внешнее устройство, но без датчика климата, оно естественно дешевле, так что обязательно уточняйте перед покупкой. В остальном, кроме показаний температуры и влажности, этот обзор актуален и для него. Перед тем как начнем, прошу вас подписаться на мой канал, если вы еще не сделали этого раньше, и поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти больше людей. Модель NAS AB02B0, версия без датчика климата в конце цифра 2, интерфейс ZigBee 3.0, питание 2 батарейки CR123A или microUSB, громкость сирены до 90 дБ, диапазон температур от минус 10 до 80 градусов Цельсия, диапазон влажности от 0 до 100%, размер 68 на 32 мм. Поставляется устройство, я бы сказал, в фирменной коробке производителя Neo. Мне такие уже встречались. Делаю вывод, что эта упаковка универсальная, отличается только наклейкой в правом верхнем углу. Вот все, что нашлось в коробке. Благодаря пластиковому держателю упаковано все плотно, не болтается. По крайней мере в моем комплекте батареек не нашлось, но об этом чуть далее. Набор аксессуаров включает в себя кабель питания USB microUSB, наклейку двустороннего скотча и шуруп, который можно использовать вместо скотча. Небольшая инструкция на английском языке, тут указаны основные параметры, описано назначение функциональных элементов и процесс подключения к шлюзу. Устройство выполнено в виде шайбы, напомню, размер 68 на 32 мм. На фронтальной части находятся отверстия для динамика, вокруг него под оранжевой линией находятся вырезы под светодиоды. Кроме громких звуков, герой обзора умеет и светиться. Сзади находится съемная крышка, на которой имеется отверстие для шурупа, если вы решили крепить на него. Второй вариант – двусторонний скотч, который также клеится сюда. На боковой части находится разъем microUSB. Это один из вариантов питания гаджета. При возможности я бы рекомендовал использовать его. Под крышкой находится кнопка сброса и отсек для двух батареек CR123A. Это второй вариант питания. К сожалению, у меня таких под рукой не нашлось, но полагаю, что оба варианта можно использовать и совместно. Тогда батарейки будут перехватывать питание, если отключится USB. Если я ошибаюсь, напишите, пожалуйста, в комментариях. Как я и сказал, мне попался вариант с оранжевой каймой. Это никак не влияет на функцию устройства, но все же. Производитель заявляет, что есть 5 вариантов цветов. Из того, что могу вспомнить, мне попадался еще серый. Перейдем к подключению. Для этого нужно подать питание и удерживать кнопку нажатой около 5 секунд, пока не раздастся звуковой сигнал и не начнут мерцать диоды. Как всегда, логическую часть начнем с родного приложения управления Tuya Smart. Так как герой обзора работает по ZigBee, нам нужен любой совместимый шлюз. У меня это проводная версия от Moes. Заходим в его плагин, выбираем подключение новых устройств и переводим сирену в режим сопряжения. Так как герой обзора относится к охранным устройствам, приложение предлагает провести тест, суть которого заключается в проверке, установлено ли оно в автозагрузке и сработает ли уведомление при сработке гаджета. Итак, сирена успешно добавлена и появляется как в списке устройств шлюза, к которому она подключена, так и в общем списке устройств. Посмотрим ее плагин. Первое, что мне бросилось в глаза, показания датчика температуры в Фаренгейтах. Внизу находится кнопка настроек. В меню выбираем единицы измерения Цельсия, и теперь, уже с понятными показаниями, можно приступить к изучению возможностей плагина. Сверху показания температуры и влажности. У версии, где датчика климата нет, они очевидно будут отсутствовать. По центру находится кнопка включения и выключения сирены, под ней находятся еще 4 кнопки поменьше. Первая показывает историю срабатывания сирены, вторая позволяет настроить уведомления от нее. Всего 5 опций по батарее и граничным значениям температуры и влажности. Вернемся в меню настроек, начнем теперь сначала. Первые две опции позволяют установить пределы допустимой температуры и влажности, причем с возможностью включения сигнала тревоги при их нарушении. Далее идут настройки сигнала тревоги. Длительность, установленная в 0, сама не отключается, это нужно делать из интерфейса плагина или автоматизацию, либо устанавливаем интервал от 10 секунд до получаса. Есть 18 вариантов звонков. Кто помнит кнопочные телефоны, мелодия тут похожа.
Также есть 3 уровня громкости, зависит от того, в каких целях вы планируете использовать гаджет. Чтобы не перегружать видео, покажу только некоторые варианты звонков. Меню установки таймера, который предполагается использовать как будильник или напоминатель. Оно позволяет выбрать время, режим, однократный или по дням недели, а также длительность и тип звонка. На скрине таймер, который должен сработать через минуту от экранного времени. Однако ни в этот раз, ни в несколько последующих он так и не сработал, сирена молчала. Возможно, надо было еще учесть смещение часового пояса, однако все остальные события нормально работают без смещений. В меню общих настроек указана совместимость с Amazon Alexa и Google Home, есть меню объединения в общую группу и обновления прошивки. В Google Home действительно появилось устройство с названием Sirena, однако ни показания температуры и влажности, ни управлять ею нельзя. Пункт влажность, расположенный рядом, относится к другому устройству от Broadlink. В автоматизациях, как мы помним, есть два раздела. Первый отвечает за условия, при которых автоматизация выполняется. Если герой обзора может являться таким условием, для этого тут есть 4 пункта. Для цифровых показаний используются условия больше, меньше или равно, которые сверяются с тем, что вы установите при помощи ползунка. Для сирены есть два варианта: включено или выключено. Второй раздел действий. То, что будет происходить в случае того, если выполняются все условия раздела «Если». И тут имеется два варианта: выбор типа сигнала и его включение-выключение. Это дает возможность на уровне автоматизации выбирать тип сигнала в зависимости от типа условий автоматизации. Было бы хорошо тут еще и громкость устанавливать. К примеру, этот сценарий, выполняемый при ручном запуске, включит сирену с мелодией номер 9. Home Assistant устройство можно интегрировать несколькими методами. Первый – штатная интеграция TUI через родной шлюз и с сохранением полной функциональности в приложении. Это список всего, что попадает в Home Assistant. Длительность звукового сигнала нужно выставлять кратное 10, как в родном приложении. Доступно от 0 до 1800 секунд. Сама сирена – обычный свич, который можно включать и выключать, что дает возможность легко использовать ее в сценариях. Есть возможность установки громкости, но, к сожалению, нет возможности выбора мелодий. Посмотрим, что можно выжать из нее при помощи альтернативных ZigBee координаторов и систем. Актуальная версия ZigBee to MQTT на дату обзора 1.25.2, на ней и будет проводиться все тестирование. Координатор ZigStar LAN на базе CC2652P. Первая хорошая новость: устройство официально поддерживается в системе. Кстати, версия без датчика температуры и влажности тоже, конвертеров ставить не придется. Сирена является конечным устройством, то есть не может передавать через себя данные от и до других узлов сети. Вот так выглядит страница экспозиции в ZigBee to MQTT. Тут уже совершенно полная функциональность, охватывающая все возможности устройства. 3 переключателя, один управляет сиреной, 2 других управляют режимом сигнализации при несоответствии установленным параметрам температуры и влажности. 5 ползунков. Первый устанавливает длительность звукового сигнала, остальные минимумы и максимумы для температуры и влажности. Выпадающее меню, в котором можно выбрать любую из предустановленных мелодий. 3 уровня громкости сирены. Первые 2 можно использовать в качестве неких неаварийных уведомлений. В Home Assistant пробрасываются все перечисленные опции, позволяющие использовать весь функционал устройства в автоматизациях. Тут есть особенности, которые надо знать. Установка длительности сигнала сохраняется пустой. При этом работает корректно на любой интервал. Поставите 8 секунд, будет 8, поставите 43, будет так. Просто не будет отображаться в поле ввода. Проверим поддержку в SLS в шлюзе. Последняя на дату обзора версия прошивки от 6 июня 2022 года. И тут тоже хорошая новость: устройство поддерживается штатно, определяется и подключается корректно. Шлюз тестовый, поэтому устройств на нем нет, подключаются только для проверки совместимости. Кому интересно, номер конвертера для сирены 11, это говорит о том, что поддержка добавлена давно.
На странице состояний все те же опции, которые мы уже подробно разобрали. Для управления сиреной служат значения 0 выключено и 1 включено. Что касается Home Assistant, сюда данные залетают в виде сенсоров. Для управления в автоматизациях нужно использовать топики MQTT, напрямую изменяя данные в них так, как нужно. Немного более громоздко, но на функциональность автоматизации никак не влияет. Однозначно интересное устройство для тех, кто ищет звуковой сигнализатор. В качестве кейсов использования звуковые уведомления о аварии, например, о обнаруженной протечке или дыме, дверной звонок, напоминание о чем-либо и так далее. Есть возможность совместить с датчиком температуры и влажности, либо купить версию без него, зависит от необходимости. На этом все, надеюсь, видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки. Если вы еще не подписались на мой канал, можно сделать это прямо сейчас. Если вам нравятся мои видео, поддержите мой канал, став его спонсором. Кроме этого, есть и другие способы разовой и периодической материальной помощи, ссылку вы найдете в описании. Также я веду и телеграм-канал, в котором публикую полезную информацию, опросы и ссылки на устройство умного дома. Буду рад, если вы присоединитесь к нему. В описании под видео вы найдете полезные ссылки на все устройства, показанные в обзоре, на полезные ресурсы, а также на те видео, которые либо упоминаются, либо пересекаются с темой этого. До новых встреч, всем мира!